Стены и башни, соборы и церкви, улицы и площади, дворцы и сады – все это Московский Кремль. Власть и вера, сила и святость – все сошлось на этой небольшой земле, где начиналась история Москвы. Здесь решались судьбы огромной страны и возносились молитвы в стенах двух древних знаменитых монастырей – Чудова мужского и Вознесенского женского. Вознесенская обитель была основана в конце XIV столетия великой княгиней Евдокией, женой Дмитрия Донского. Их эпоха была временем значимых исторических событий, а их современниками преподобный игумен Сергий Радонежский, митрополит московский Алексий, иконописец Феофан Грек и целый сон русских святых. 22 года прожили Евдокия и Дмитрий в счастливом браке, которому, по словам летописца, вся земля радовалась. У них родилось 12 детей. Но это было и время нелегких испытаний, стихийные бедствия, эпидемия, войны и победы, величайшая из которых – победа на Куликовом поле в 1380 году. После смерти Дмитрия Донского, по его завещанию, Евдокия стала правительницей Московского княжества при молодом сыне Василии I. Она прославилась подвижнической жизнью, благотворительностью и строительством храмов. В 1407 году по повелению Евдокии у Фроловских, ныне Спасских ворот Кремля, началось строительство каменного собора в Вознесенском монастыре во имя Вознесения Господня. Здесь же приняла она постриг с именем Ефросиния, что означает «радость», и из княжеских хором перешла в монастырскую келью. Как гласят летописи, в день ее пострига случилось множество чудесных исцелений. В том же году, 7 июля, приставися великая княгиня Евдокия, и положено бысть в монастыре в церкви Вознесения, возле южной стены еще недостроенного храма. Отныне Вознесенский собор стал новым некрополем для женщин из великокняжеской семьи. Великие княгини и царицы покровительствовали монастырю, жаловали богатые вклады, а после смерти находили здесь свое упокоение. Надписи на белокаменных саркофагах, как страницы российской истории. Софья Витовтовна, невестка княгини Евдокии, Мария Ярославна, мать собирателя русских земель Ивана III, его первая супруга Мария Борисовна, дочь Тверского князя, и вторая, София Палеолог, племянница последнего императора Византийской империи, Елена Глинская, мать первого русского царя Ивана Грозного, и его жены. Вознесенский собор, основанный княгиней Евдокией, горел и перестраивался несколько раз на протяжении веков. До XX века простоял храм, воздвигнутый при царе Федоре Иоанновиче. Последний царь династии Рюриковичей, сын Ивана Грозного Федор, был женат на Ирине Годуновой. Родной брат царицы Ирины Борис Годунов забирал все большую силу при дворе. Но Годунов понимал, что наследовать престол в случае смерти бездетного царя Федора Иоанновича он может лишь через сестру. Как убедить всех, что в государстве царица значит не менее царя? И вот в 1587 году началось строительство новой усыпальницы русских цариц.
Вознесенский собор вторит очертаниям Архангельского собора, усыпальницы русских государей. Схожи двухъярусные фасады, соотношение высот, формы капителей и арок. Но впереди были испытания смутного времени, когда Кремль был захвачен поляками, разграблен, страдал от пожаров. Марина Мнишек жила в Вознесенском монастыре перед свадьбой с Лжедмитрием I. И только после 1613 года, с установлением власти Романовых, начался новый расцвет обители. Первым царем династии стал 16-летний Михаил Романов, а русскую церковь возглавил его отец Федор Романов, патриарх Филарет. Мать Михаила, инокиня Марфа, жила в Вознесенском монастыре на протяжении многих лет. Здесь в 1618 году построила она церковь во имя Михаила Малеина с пределом святого Феодора Пергийского, небесных покровителей ее сына и мужа. Новыми святынями и сокровищами обогатился Вознесенский монастырь. К началу XVII века относится моленный образ Николая Можайского с 20 клеймами, изображающими чудеса святого. Старинная икона Богоматери Владимирская была вложена в монастырь княгиней Анной Трубецкой. Царица Наталья Кирилловна, мать Петра I, сделала богатый вклад серебром на украшение царских врат нового иконостаса, главного монастырского собора. Мастерами оружейной палаты был создан роскошный резной иконостас с растительным орнаментом, символизирующим райские кущи и увенчанный распятием. Его иконы – новое слово в русской церковной живописи. В решении пространства, в деталях пейзажей заметно влияние западноевропейской традиции. Вознесенскому монастырю, находившемуся под ктиторством великих княгинь и цариц, принадлежали обширные земли. Игумени и обители происходили из самых знатных родов России. Но все изменилось с переносом столицы в Петербург. Померкла старая Москва. Теперь императорский двор и весь столичный блеск на берегах Невы, а захоронение императоров и императриц в Петропавловском соборе. Последний в 1731 году в Вознесенском храме-некрополе была погребена племянница Петра I, царевна Параскева. Изменилась и монастырская жизнь. Церковные реформы, начатые Петром I, продолжила Екатерина II. И в 1764 году у монастырей изъяли земельные владения, а многие обители и вовсе упразднили. Вознесенский монастырь также лишился своих вотчин, но оставался знаменитой обителью и пользовался высочайшим покровительством. В начале XIX века по личному распоряжению императора Александра I на средства казны построили новый храм во имя святой великомученицы Екатерины. На месте старой церкви XVII века по проекту зодчего Карла Росси был создан истинный шедевр московской неоготики. На 100 лет именно он стал символом монастыря. Храмовым образом новой церкви была икона великомученицы Екатерины XVII века в драгоценном окладе. Настал 1812 год. Наполеоновские войска вступили в Москву, и почти сразу запылала Первопрестольная. Наполеон расположился в Кремле, который, покидая месяц спустя, он приказал взорвать. Вознесенский монастырь не пострадал от взрывов, но разделил судьбу других соборов и храмов, разграбленных наполеоновскими солдатами.
Московские погорельцы по копейке собирали средства на восстановление обители. Постепенно возрождалась жизнь монастыря. Среди его жертвователей не только знатное дворянство, но и московское купечество. Здесь возносили молитвы и проходили послушание более 100 насельниц. Игумени заботились о процветании обители и благолепии ее храмов и не забывали о милосердии к ближнему. При монастыре появились больница, богадельня, школа. Как и прежде, монастырь славился рукоделием. С замечательным искусством изготавливали вознесенские инокини церковные облачения, покровы, плащаницы, хоругви, пелены повседневные и праздничные. Сохранялось почитание монастыря. Приезжая в древнюю Москву, государи российские приходили поклониться гробницам княгинь и цариц. Вступая в Кремль через Спасские ворота, торжественные шествия двигались вдоль монастырских стен. Тысячи паломников прибывали сюда, к монастырским святыням, прославленным по всей России. Чудотворная икона Богоматерь Адигитрия по преданию была вкладом в монастырь великой княгини Евдокии. После пожара в конце XV века икона сильно пострадала. Знаменитый иконописец Дионисий написал новый образ на старой доске. Чудотворный образ Богоматерь Казанская конца XVII века принадлежал княгине-инокине Иоанне Борятинской, построившей на территории Вознесенского монастыря Казанский храм специально для этой иконы. На драгоценном окладе ковчежец с величайшими святынями христианского мира, частицами ризы и волос Пресвятой Богородицы. Около этого образа произошло множество чудесных исцелений. Главная святыня монастыря, мощи преподобной Ефросинии, покоились в белокаменном саркофаге. Над святыми мощами возвышалась посеребренная рака с балдахином и сенью. Великая княгиня Евдокия почиталась как покровительница Москвы. В июле 1907 года в монастыре пышными богослужениями отмечали 500-летие представления преподобной. Устроителями торжеств были последние игумени монастыря Евгения Виноградова, которая славилась просвещенностью и мудростью, и протоиерей Вознесенского собора Александр Пшеничников, автор исторического описания монастыря. 3 дня продолжалось празднование, ставшее крупным событием в жизни церковной Москвы. Богослужения продолжались почти без перерыва. Торжественные молебствия сменялись крестными ходами. Монастырь получил множество даров и пожертвований. Великая княгиня Елизавета Федоровна подарила драгоценные камни для покрова, вышитого монахинями Вознесенского монастыря. Крестный ход в сопровождении десятков хоругвий и икон торжественно двинулся от Вознесенского монастыря, где покоились русские государыни, к Архангельскому собору, усыпальнице русских государей. И разве мог кто-то в тот торжественный день представить, что через несколько лет монашеская жизнь прекратится, а затем и сам монастырь перестанет существовать? Настал 1917 год. России черный год. Но катастрофа разразилась не сразу. Несколько месяцев после февральской революции были временем надежд и утопических планов. Но в октябре этим прожектам пришел конец. Кремль был обстрелян большевиками, его постройки сильно пострадали. А уже в марте 18 года в Москву переехала и разместилась в Кремле
большевистское правительство. В августе выселили монахинь и опечатали храмы. В октябре Вознесенский монастырь был закрыт. А в Москве начиналась война новой культуры со старой. Москва не музей старины, не кладбище былой цивилизации, а колыбель новой пролетарской культуры. Тайные и явные белогвардейцы жалеют камни прошлых лет. Так писали в газетах. Были разгромлены организации, занимавшиеся сохранением культурного наследия. Закрывались монастыри и церкви. В 1922 году из кремлевских храмов изымаются ценности. Золото, серебро, драгоценные камни. В Грановитой палате теперь общественная столовая. В Екатерининской церкви Вознесенского монастыря гимнастический зал. А в 1929 году объявлено было страшное решение. Монастыри Чудов и Вознесенский, что у Спасских ворот, уничтожить, а на месте их построить военную школу в ЦИК для подготовки кремлевских охранников. Узнав о чудовищном решении, директор оружейной палаты Дмитрий Дмитриевич Иванов, сотрудники Николай Николаевич Померанцев, Владимир Карлович Клейн, Дмитрий Петрович Сухов, Владимир Николаевич Иванов и директор библиотеки имени Ленина Владимир Иванович Невский начали борьбу за спасение памятников, прекрасно осознавая возможные для себя последствия. Письма в высокие инстанции, обращение к деятелям партии и правительства, представителям культурной общественности, дипломатам. Все попытки спасти от уничтожения кремлевские монастыри оказались безуспешными. И тогда, имея в своем распоряжении одну лошадиную силу с телегой, 5 квалифицированных реставраторов-каменщиков и 5 стариков-вахтеров, мы начали эвакуацию. Многое не успели сделать из-за страшной спешки, вспоминал позже Владимир Николаевич Иванов. Важной задачей было вывести иконостасы. Николай Николаевич Померанцев сумел убедить правительственную комиссию, что уникальный иконостас Вознесенского собора не представляет материальной ценности. Его перенесли в собор во имя 12 апостолов. Архитектор Петр Николаевич Максимов выполнил архитектурные обмеры зданий. В кратчайшие сроки удалось провести раскопки и описание гробниц русских цариц. Все фотографировалось и подробно описывалось в дневниках. Гробницы перевезли в подземную палату южной пристройки Архангельского собора. Осенью 1929 года 2 древних монастыря Чудов и Вознесенский исчезли с карты Кремля. Но захоронения царицы памятники Вознесенского монастыря избежали уничтожения и благодаря ученым сохранились в музеях Московского Кремля. В конце 90-х годов началось изучение некрополя великих русских княгинь и цариц. Стараниями археологов и антропологов были воссозданы портреты государынь: княгини Евдокии, Софии Палеолог, Елены Глинской, Марфы Собакиной, Ирины Годуновой. Буквально по крупицам приходилось ученым и художникам-реставраторам восстанавливать каждый предмет. Например, вот этот кожаный иноческий пояс великой княгини Евдокии с изображениями двунадесятых праздников. Через десятилетия глухого забвения возвращалась память о Вознесенском монастыре. 28 мая 2008 года торжественная процессия крестным ходом направилась к пределу мученика Уара в Архангельском соборе. Архиереи Русской Православной Церкви на руках несли раку с вновь обретенными мощами святой Ефросинии к месту их нового упокоения.
И сегодня в Кремле бережно хранится память о древней Вознесенской обители, свидетели, участники и жертве российской истории.